Всем привет! Возобновляем рубрику «Три топ-блюда одной из стран мира». И сегодня Америка. Давно у нас не было этой рубрики. Если она вам еще интересна, то ставьте лайки. 50 тысяч лайков, и мы снимаем новое видео на эту тему. А в комментариях пишите, какую страну хотите видеть в следующий раз. У многих Америка ассоциируется с фастфудом, поэтому типичной для американской кухни быстрой еды сегодня не будет. Лучше оставим ее для батлов. Сейчас нас заинтересовал нестандартный рецепт красноглазой подливки с мясом. Этот соус настолько нестандартен, что мы с ним решили приготовить не одно, а целых два блюда. Интересно? Тогда начинаем. В глубокую тарелку высыпаем 50 грамм сладкой паприки и 130 грамм коричневого сахара. Далее отмеряем 700 мл легкого соевого соуса. Рекомендуем остановиться на именно легком, не очень концентрированном и не очень соленом. Позже узнаете почему. А теперь особый компонент, который очень популярен в Америке. Кока-кола? Это кофе. Нам потребуется 700 мл. Теперь все компоненты соединяем. И переходим к пятому элементу. Это мясо на кости. Помещаем его в маринад на 24 часа. Перелопатив много англоязычных рецептов с красноглазой подливкой, нас удивило, что в этом же соусе можно промариновать уже готовую ветчину. Правда, в Америке эта ветчина на кости у нас ни в магазинах, ни на рынке таковой днем с огнем не сыщешь. Поэтому купили обычную для нашего региона готовую ветчину. Именно из-за нее стоит остановиться на легком соевом соусе, иначе будет очень радикальный соленый вкус. Нарезав ее на куски, отправляем в маринад к мясу, а потом в холодильник на 24 часа. По истечении этого времени будем обжаривать сначала промаринованную ветчину. Никогда такого не пробовали. Нам очень интересно узнать новый вкус. На сковородку гриль кладем 50 грамм сливочного масла. С ним есть только одна проблема. В обычном сливочном масле содержится небольшое количество сахаров и белков, которые на огне стремительно сгорают и чернеют при жарке. Чтобы избежать этого неприятного момента, нужно добавить немного растительного масла. На сковородку кладем сначала 2 веточки розмарина, а затем ветчину. Жарим по 3 минуты с каждой стороны. Потрясающий аромат сливочно-ветчины с нотками розмарина приятно заполнил всю кухню. Выложив мясо, продолжаем готовить красноглазую подливку. В сковородку с остатками мясного сока добавляем 700 мл кофейного маринада. Выпариваем на маленьком огне еще 10 минут и процеживаем. Ветчину с красноглазой подливкой украшаем помидорами и тимьяном. Здесь стоит процитировать соседа дядю Колю, который пробовал это необычное блюдо. Ветчина интересная, солененькая, подкопченная, тает во рту. Просто шедевр. Переходим ко второму блюду – мясу на кости.
Для начала бумажными полотенцами промокаем лишний маринад и смазываем мясо растительным маслом. После этого жарим его на электрогриле по 5-7 минут на среднем огне. Несколько веточек розмарина придадут мясу более свежий и изысканный привкус. Обжарив кусок, заворачиваем его в фольгу и запекаем в духовке 30 минут при температуре 210 градусов. После этого распечатываем. Нет ничего слаще запаха жареного мяса. Готовое, красивое, сочное мясо на кости подаем с молодой рукколой и поливаем красноглазой подливкой. Мне этот вариант даже больше нравится, чем с ветчиной. У этого соуса ярко насыщенный вкус кофе. Да, и пока не забыл, у Вани есть англоязычный канал Vanzai Kitchen. Нам будет очень приятно, если вы поддержите просмотрами новый канал сына. Всем заранее спасибо. Ссылку смотрите в описании под роликом. Ванзай своими роликами способен действительно растопить сердце. А вот вкус настоящего брауни с грецкими орехами способен его остановить. Нам потребуются вот такие ингредиенты. Этот десерт придумали в Чикаго. Его очень легко готовить. Идеальный десерт для занятых людей. Первонаперво смешиваем 170 грамм сливочного масла и 90 грамм 70% шоколада. Растопим их на водяной бане, а затем остудим до комнатной температуры. В это время смешиваем 3 яйца с 2 видами сахара. Берем по 70 грамм белого и коричневого. Важно делать это аккуратно, не взбивая. В смесь не нужно вводить пузыри воздуха. Далее яичную массу соединяем с шоколадной. А после этого просеиваем 40 грамм муки и 10 грамм какао. И добавляем четверть чайной ложки соли. Теперь все перемешиваем. Измельчаем ножом 100 грамм грецкого ореха. Тут главное не перестараться. Ореховая крошка совсем не идеальный тандем для брауни. Вам больше понравится, когда вы будете зубами раскусывать орешки. Берем форму для запекания. Заранее мы постелили на дно пергамент. Теперь смело заливаем жидкое тесто и щедро посыпаем орехами. Выпекаем в духовке при температуре 170 градусов 30 минут. После этого важно дать брауни несколько часов, чтобы он остыл и тесто смогло полностью стабилизироваться. Далее проходимся ножом по краям и открываем форму. Красота! Получился настоящий торт брауни. Врезаем с помощью кольца пирожные.
Немного ранее мы нагрели джем, и теперь брауни покрываем глянцевой абрикосовой глазурью. Подаем шариком мороженого и сезонными ягодами. Сопротивляться чарам брауни невозможно. Его шоколадный вкус с грецкими орехами и кисло-сладкими нотками абрикосового джема – это все равно, что есть счастье. Я уже представляю, сколько будет счастья у Тани, когда на канале будет 1 000 000 подписчиков. Да, думаю, много. Так что не забывайте подписываться и рекомендовать друзьям. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!